Это «Орел и Решка» шопинг. И мы в Роттердаме! Егор, я была уже в Голландии несколько раз, поэтому я считаю, что безлимитная карта должна быть у меня. Потому что я знаю все о тюльпанах, о каналах, о людях здесь. Между прочим, я тоже был в Голландии. Когда это ты был? В аэропорту на пересадке. И как? Пересел. Пересел? Ладно, давай сюда бросай монетку. Бросай так, чтобы... Орел! Решка. Давай. Голос. Ну, только попробуй. Что ты там пальчик так зажал, а? Что ты там пальчик так зажал? Да что ты там мухлюешь? Я реально боюсь. Да? Ну ладно, давай. Орел. Да! Он мухлевал, он как-то палец зажал. Врун. Чё врун? Человек. На, брось ты. Давай. На характер. А что на характер? Бросай. Что уже бросили, Бросай, уже все решили. бросай, будет орел. Оно просто падает не именно будет орел, Смотри, орла, оп, смотри. и ставь. Хоп, что орел. Да здравствуй, Голландия, да здравствуй ты, родина тюльпанов, да здравствуй ты. Все. Какой же аферист. Счастье-то какое. Вот вообще, вот как люди меняются, когда им достаются деньги? Вот обратите внимание вот на это. Сразу другой человек. Все, короче. Роттердам – это город удивительных и чудных людей, которые творят безумные и странные вещи. Здесь что не лавочка, то арт-объект, что не груда металла, то авангард. Чем бы ни занимались голландцы, они все превращают в объекты искусства. Здесь знают, как продать проволоку от шампанского за 140 евро. Марк пособирал мусор у богатых людей, а потом им же и продаст. Здесь мусор не выбрасывают, а продают. В этом магазине продается мусор. Здесь вы вспомните 90-е. 30 килограммов может легко поместиться. А вещь, которую вы бы выбросили, считается писком моды. Дикая, состаренная синтетика за 800 евро. Это город перфекционистов, где внимательны к мелочам. Я не знаю, как вообще такую вазу тут можно продавать. Что первое приходит в голову, когда думаешь о Голландии? Конечно же, это мельницы, голландские башмачки и тюльпаны. Вот с них и начнем. В апреле и в мае в Голландию съезжаются туристы со всего мира, ведь в это время здесь открыта самая известная в мире выставка тюльпанов. Самое время купить билетик. Билетики, кстати, тут не дешевые. 16 евро на одного человека. Представляете, какое разорение? Но, знаете, тюльпаны требуют финансовых жертв. One ticket. Я в парке Кекенхоф. И он открыт, между прочим, всего лишь 2 месяца в году. И со всей Голландии сюда привозят огромное количество самых красивых цветов. Ну и, конечно же, тюльпанов. Ой, друзья, тут так хорошо. Птички поют, тюльпанчики цветут, люди гуляют. Ну, прям какой-то райский сад. Четыре с половиной миллионов тюльпанов всего выращиваются в этом парке. И 91 производитель привозит их ежегодно сюда, на эту выставку, совершенно бесплатно. Все потому, что это большая честь быть представленным в этом парке в Кёкенхофе. Очутившись здесь, кажется, что в этом мире, кроме тюльпанов, ничего нет. Обычные тюльпаны, пушистые тюльпаны, разноцветные тюльпаны, странные тюльпаны, каналы тюльпанов, океан тюльпанов, планета тюльпанов, вселенная тюльпанов. Все, не могу. У меня голова закружилась.
Самое интересное, что все эти цветы продаются. Но вы здесь не найдете ни одного продавца. Все это можно сделать онлайн. То есть люди выбирают понравившийся им сорт. Вот, например, тюльпан априкона. Узнают производителя, заходят на сайт и покупают. Цивилизация. Но я решила никаких живых цветов тут не покупать. У меня и так растет черный тюльпан, луковица которого я привезла из Амстердама. Думаю, нужно купить то, что будет радовать меня круглый год. А я себе решила купить вот такие деревянные тюльпаны. Они никогда не завянут и будут всегда мне напоминать об этом потрясающем парке. Кстати говоря, в Европе все друг друга дарят только четное количество цветов. Исключение составляет траур. У нас в стране все наоборот. Ну и что? 3 возьму себе, 1 цветок подарю своему оператору. Держи, держи, Артем. В Роттердаме самовыражаться – это образ жизни. Здесь никто не боится, что его неправильно поймут или косо посмотрят. Все делают, что хотят. Вот, например, как эти ребята. Центр города, рабочий день, а у них урок физкультуры. Все знают, это последний раз, пожалуйста. Спорт для голландцев – это образ жизни. И Роттердам этому способствует. Здесь можно играть в футбол возле делового центра, кататься на скейтах и роликах на специально построенных для этого площадках. Ну и, конечно, ездить на великах. В Роттердаме все ездят на велосипедах. Ну, во-первых, потому что город маленький. И передвигаться, и парковаться удобнее. Ну, а во-вторых, велосипед здесь царь и бог. Велосипедные дорожки, светофоры для велосипедистов и, кроме того, в любой спорной ситуации на дорогах велосипедист всегда прав. Говорят, на каждого голландца приходится по одному велосипеду. А если их так много, что происходит с ними после того, как они отслужат свое? Оказывается, после смерти все велосипеды Голландии становятся люстрами. Сильные руки подобрали на мусорке велосипедные трупы. Принесли в мастерскую, отмыли, включили фантазию, сварили и дали им вторую жизнь. Какая нелегенькая. У совеныша крутится хвостик. О, you look so metal. Heavy metal. Обладательницей сильных рук оказалась женщина. Это Лоранс Ван Севентер. Когда она потеряла работу, она пошла по ремонтным мастерским. Теперь у нее сеть бесплатных поставщиков велосипедных цепей по всей стране. What's the price of this one? This one is, it's approximately 9,000 euros. Мне кажется, она сейчас придумала просто это цену. Это бесплатные цепи, естественно, бесконечный энтузиазм, но в то же время это и работа. It would take me, like with all the cleaning and collecting and everything, it would take me like about 3 weeks to connect through. That's also a lot of work because you have to find the same color, the same size also. 253, yeah. Ну, кто-нибудь из вас, женщины, девушки, девчоночки, варил когда-нибудь велосипедную цепь? Нет. Ну вот оно как бы выглядит просто, да? И руки у меня вроде бы оттуда растут, но я бы такое, наверное, не сделал. Тут вот действительно нужно просто увидеть этот цветок заранее, потому что как она так собрала, что раз, и роза раскрылась. I started just only to continue with recycled because there's so much nice things and people just throw away everything. В ход идут не только велики, но и старые заборы, мотоциклы,
даже запчасти от танка. So this is like all recycled metal sheet that I take from a metal factory out of the containers. And this are all well together, and it's like the real old-fashioned... Очень даже неплохо выглядит. Ну, сюда же никто не заглядывает. Как бы здесь, да. А снаружи, пожалуйста. Just stand... what's the price of this lamp? 2,200, I'm sorry. По-моему, она опять сейчас придумала цену. Но с другой стороны, как вообще оценить искусство? Can I ask you a personal question? Of course. Do you have a husband? What? Do you have a husband? Husband, no. No? No. Теперь мне все понятно. Все сама, все своими руками. Мужика нет, ну а женщины, берите пример. В общем, как джентльмен, я решил предложить Лоранс свою помощь. И знаете, ничто не объединяет мужчину и женщину так, как точечная сварка. Yes! Не каждая женщина, наверное, согласится брать молоток и, в принципе, сварочный аппарат. Конечно, вам интересно, что же я куплю. Учитывая то, что денег у меня много, а в моей квартире есть комната в холодных цветах, я решил составить композицию. Со мной уезжают настенная бра, вот этот торшер, маленькое зеркальце и сова весом килограмм в 15, только потому что у нее крутится хвостик. Рога, металл, женщина с таким чувством юмора. Это прекрасная страна. Увидеть прекрасное в металлоломе – это про голландцев. В каждом из них живет художник. Они самовыражаются как могут. Но на первый взгляд этого не скажешь. Одеваются они, как-то слишком простенько. В общем, я решил немного поэпатировать голландцев и приодеться в одном из самых крутых в Роттердаме шоурумов. Какие стрёмные манекены. А со спины вроде красивая девушка. Эти куклы – часть шоурума. Их 17, и сделаны они под заказ Маргарет Олсхорн. Вот она, известная в Голландии стилист, которая подбирает клиентам одежду под их характер и внутренний образ. I want to ask you, show me the Netherlands fashion. Who are you? What is your favorite music? Favorite music? Oh, rock and roll. So it's quite poetic. Yeah. Tough and poetic, Yeah. no? Yeah. С подачи голландского стилиста у меня оказалась сомнительного вида куртка, женская обувь This is for men, but и пара штанов. Кожаные и не совсем. Интересно, как стекловато на ощупь. Да. Ну что, ребята, я пошел, скоро вернусь. Может быть, даже другим человеком. Вот кто-то из вас, конечно, думает, кожаные штаны, как можно их носить, жарко, задница липнет. Иди сюда. Наша дизайнер все продумала. Тоненькая, аккуратная, приятная катоновая подкладка. Чтобы попа не слипалась. Дикая, состаренная синтетика за 800 евро. Мне кажется, у меня на балконе 2-3 такие куртки уже есть. Конечно, нужно обратить внимание на мой новый рост. Всего за 740 евро. Ну и вообще, Европа, она меняет людей. Хочешь потрогать меня за торс? Больше предлагать не буду. Забавно. Но боюсь, что это слишком даже для такого рок-н-ролльщика, как я. Так, попытка номер 2. Так, хватит рассматривать мужчину. Смотри сюда. Смотри. Во-первых, штаны. Реально штаны из березовой коры. Вот настолько плотные и тугие, что когда ты поднимаешь ногу, становится даже немножко больно в колене. Поэтому их придется расходить. Так, футболочка чуть подрастянута. Знаете, как будто бы недельку поносил, не стираю, так, поправляя. И вот так она чуть подрастянулась. Такая и продается. Конечно, самый важный атрибут всего лука – это кожаная жилетка,
Конечно, кто-то из вас скажет, почему так дорого? 950 евро. За кожаную жилетку. Что там за кожа? Я вам скажу, это кожа бывшего бойфренда дизайнера. А он ей был очень дорог. В общем, вкусы с Маргарет у нас оказались разные. Пойду-ка сам пройдусь. А это же кожаная вещь. Это же могла быть вполне очень даже кожаная куртка. А вот смотри, какие прикольные треньки. Чтобы не вытягивались коленки, их просто срезали. Вот, например. Что-то. Мне, конечно, дизайнеры сегодня не по карману, но хотя бы сумочки посмотрю. А делает их Сьюзан Биджел, она дизайнер. А еще Сьюзан, как и все голландцы, очень любит сохранять экологию. И поэтому она создает вот такие вот дизайнерские сумки для шопинга. So you won't have to buy or get a plastic bag for every purchase. So it's a reusable bag. Вообще голландцы помешаны на защите окружающей среды. Ну, велосипеды вы уже видели. Дальше электрокары. Повсюду можно подзарядиться. А вот это вы видели? Он делает именно то, что вы подумали. Он сохраняет экологию прямо в центре Роттердама. В общем, за чистое будущее Голландии можно не волноваться. What is the material of that? This is ripstop nylon. You see the ripstop, the square, which makes the fabric really durable, very strong. So it's very lightweight, but it can carry over 30 kilos easily. 30 килограммов может легко поместиться и дотащиться, так скажем, в этой сумке. Ну а сейчас минутка ностальгии в Роттердаме. Помните, в шальные 90-е невероятной популярностью пользовались не тетрисы, не тамагочи и даже не фантики турбо, а полиэтиленовые пакеты. С пакетами ходили в школу, с пакетами ходили на работу, а если пакет рвался, в семье было горе. А теперь с ума сходит Европа. Новый тренд – латексные многоразовые пакеты. Есть сумки разной плотности. Это чуть плотнее, как будто бы взяли шину с КамАЗа. Это еще плотнее, несмотря на то, что цвет очень даже нежный, такой девчачий, розовый. Так, здесь у нас что? Мне кажется, можно даже на работу ходить. Ну а что нет? Смотри, так взял и пошел. Главное же не сумка, главное, что у тебя работа есть. Сколько стоит защита окружающей среды? Конечно, интересно. А я отвечу. Сейчас смотри мне в глаза. 200 евро. И знаете что? Я ее беру. Почему? А потому что я люблю шальные 90-е. О них мы поговорим позже в следующих выпусках ностальгии по тем самым 90-м. Эх, крошка моя, я по тебе скучаю. Вот с такими кульками, ну не с такими, но примерно, ходили когда-то наши родители в магазин, когда не было пластиковых пакетов. Ну ладно, уговорили. И я буду сохранять экологию. Уж если ходить в магазин, то только с такой модной сумкой. Ну вот смотрите, внутри яблоки, мандарины. А такое ощущение, как будто я иду выбрасывать мусор. Фэшн. А все почему? Потому что сумка. Фэшн просто. О! Есть у нас традиция. Рубрика «Подарки». Привозить подарки не только себе, но и вам, дорогие телезрители. Ну что, Валерий Горбунов? Ребят, ёж. Из всех заказов в соцсетях мы выбираем самые оригинальные и находим их. Открой дверь в Нирвану.
Ну а вот и настало время нашей любимой рубрики «Подарки, подарки, подарочки». Конечно, большинство из вас просили привезти либо луковицы тюльпанов, либо что-нибудь из фарфора, либо же фарфора. Ребят, настолько банально, что мы не будем даже тратить на это время, а лучше прочтем сообщение от Аниты Лай. Я слышала, что в Роттердаме делают очень интересную и качественную обувь. И если вам не сложно, привезите мне ее. Заранее спасибо. Люблю вас. Анита. Понимаете, в Роттердаме делают не только качественную обувь. В Роттердаме вообще много чего качественного делают и продают. Собственно, такими же качественными мы хотели, чтобы были и просьбы от наших зрителей, потому что обувь, обувь. Следующее сообщение прислал мужчина, которого зовут Сигингали, но я думаю, многие мужчины хотели бы это написать. У меня оригинальная идея. Хочу трусики Маши Иваковой. Хоти. Следующее нахальное сообщение от Натальи Михайловской. Здравствуйте, дорогие Маша и Егор. Надеюсь, ведущей будет Маша. Ведь она супер-мега-профессиональный шопер. Когда хочу посмотреть на место календаря, чтобы написать дату, нету календаря. Нету календаря у Натальи Михайловской. Привезите мне, пожалуйста, календарь 2016 года. Заранее спасибо. Наталья Михайловская. А что случилось вообще с вами? Как так жизнь повернула вспять? Следующее сообщение от Сергея Решетникова. Недавно наткнулся на оригинальную, на мой взгляд, продукцию нидерландского бренда Sense. Антиштормовые зонты и главная фишка, они не выворачиваются наизнанку при сильных порывах ветра. Буду очень вам благодарен за возможность потестировать один из выбранных на ваш вкус и цвет экземпляров. Спасибо, веселого шопинга. Спасибо, Сергей. Действительно интересная идея. Ну что, Сереж, мой молодой острый шоперский нюх привел меня в магазин «Все для туризма». И я думаю, я уверен, что сейчас мы все найдем. Я хочу купить зонтик. Специальный, антиштормовой. Поможете? Да, конечно, смотрите. Вот, этот зонт выдерживает порывы ветра до 60 км в час. Какой-то мечта Спайдермена, смотри. Этот зонт сделан так, чтобы его ветром не выворачивало. Вот так? Ага. Говорят, что он не выворачивается. Но вот видишь, у него есть такие, как бы назовем их, зонтовые фаланги. Вот как палец, знаешь, назад вот так чуть-чуть может. Вот так и зонтик. Посмотри, как красиво сделано. Все четко. Раз, два, три. У вас есть гарантия на этот зонт? Да, 2 года. Так что, если с ним что-то случится, вы всегда можете вернуться в магазин, и мы его починим или заменим. Ну что, Сереж, трепещи, радуйся, танцуй, любуйся. Потому что ты стал обладателем, неповторимого и единственного, я думаю, в твоем городе зонта необычной формы. И, честно говоря, я буду не собой, если не протестирую его перед тем, как подарить. Поэтому 60 км в час. Сейчас проверим. Погода в Роттердаме. Специально для Сергея Решетникова. На улице ветрено, местами штормит. Итак, разработчики утверждают, что этот зонт выдерживает порывы ветра до 60 км в час. Я пришел на мост Эразма Роттердамского, в самую ветреную часть города. Я буду бежать по мосту с правого берега на левый со скоростью 15 км в час. Навстречу мне дует холодный юго-восточный ветер со скоростью 20 км в час. Суммарная скорость ветра, противостоящего зонту, 35 км в час. Сори. Итак, результат нашего эксперимента. Серега, твой зонт все еще держится. Продолжим наш эксперимент. Ну ладно, теперь усложним задачу. Я пересаживаюсь на двухколесное транспортное средство, на котором буду двигаться вдоль реки уже со скоростью 20 км в час. Порывы ветра здесь достигают до 30 км в час. Антиштормовому зонту предстоит выдержать 50 км в час. Ну что, проверим его пределы прочности?
Роттердамский зонтик сел по размеру. Даже ножки поджал, видите? Но если вот, да, разобраться, смотрите. Первые части зонта, видно, рассыпается. Конечно, можно собрать, но у нас есть гарантия. А мы снова у знакомых дверей. Ну что, Сереж, давай разберемся, вернут ли нам его по гарантии. Я думаю, это в твоих интересах. Можно ли мне поменять зонт? Я просто бежал с ним, и он сломался. Да, конечно. В общем, Серега, я решил компенсировать тебе все нервные клетки, которые ты потерял, наблюдая, как я насиловал твой зонт. И решил взять зонт понадежней. Ну что, Сереж, теперь у тебя будет вот этот зонтик. Он может выдерживать скорость ветра 80 км в час. Автоматический. Тестировать будешь сам. Видео можешь нам в Инстаграм сбросить. Он твой. В Голландии очень творческая атмосфера. Здесь много креативных людей, скульпторов, художников. Все ходят вдохновленные. На стенах очень много граффити. Разрисованные стены, скворечники. Может быть, здесь какой-то специальный воздух? В общем, я тоже не смогла удержаться и взяла в руки кисть. Но на самом деле получилось-то очень даже и неплохо. Когда эту плитку обожгут в печи, тюльпан изменит цвет с черного на синий. Знакомьтесь, это делфтский фарфор, еще одна гордость Голландии. Вначале были китайцы. Они придумали фарфор и покорили своим фарфором всю Европу, включая Нидерланды. Но потом что-то пошло не так, и поставки накрылись. И голландцам пришлось чем-то заменять китайские вазы. Так родился знаменитый делфтский фарфор. Мы привыкли, что китайцы постоянно все копируют. Но видите, в истории есть случай, когда голландцы переняли фарфор на себя. Ну, правда, его немного изменили, но сам факт остается фактом. Делфтский фарфор на самом деле не совсем фарфор. Это фаянс с синей росписью. Кому-то может показаться, что это гжель, и это правда. Спустя 100 лет делфтскую роспись позаимствовали русские. Так что фарфор – это искусство не только рисовать, но и тырить чужие идеи. Фарфор – это элемент роскоши, поэтому и цены здесь не для слабонервных. Но цены берут не с потолка. Чтобы мастера подпустили к работе над таким шедевром, ему нужно учиться, на секундочку, 12 лет. И год за годом тренироваться на вот таких птичках. Ну, на первый взгляд эти тарелочки кажутся абсолютно одинаковыми. Только разница в цене. Ты не недоумеваешь, почему одна тарелочка стоит 189 евро, а вторая 57,50. Но когда ты начинаешь всматриваться, то можно увидеть, что на этой тарелке, которая подороже и расписана полностью вручную, больше теней, больше градации вот этого синего. И видно, что тут что-то неровненько, что-то ровненько. То есть видно, знаете, что живая рука это расписывала. Ну, а вторую расписывала машина. И если вы все же сомневаетесь, сможете ли вы узнать руку мастера с первого взгляда, просто переверните тарелку. Там стопроцентная подсказка. Если их перевернуть, то вы увидите, что на принте будет просто заводской штамп, а на оригинальной имя мастера и порядковый номер изделия. Но мне не по карману ни та тарелка, ни другая. Не расстраивайтесь, у нас есть скидки на бракованную продукцию. Вот, например, посмотрите, это же ужас! Делфтская ваза не может такой быть. Это недопустимо, чтобы на фарфоре была такая темная, почти черная линия. Ну, честно говоря, вот такие профаны, как я бы купила бы, потому что я подумала, ну, наверное, это такой рисунок, такая задумка. Ну, так художник видит. Ну, друзья, тут тоже есть дефект. Я не знаю, как вообще такую вазу тут можно продавать с таким дефектом.
конечно, с ума сошли. Видите вот эту точку? Вот эту маленькую точку. Не видите? Она здесь есть, если приглядеться. Но на самом деле тут не одна такая точка, а 3. Раз, два, 3. Минус 25%, потому что точка 3 внутри, если сильно-сильно приглядеться. Но даже ваза со скидкой мне недоступна. С моим бюджетом, друзья, я могу позволить себе вот эти башмачки фарфоровые, либо вот этот милый магнитик. Не густо, да? Согласна. Ну и что? Зато могу. Это самое главное. Ну что, это. Возьму себе репродукцию картины. Не, ну а что, красивый магнит. Вермеер написал. Тем более, что он здесь, в Дельфте, родился. И к тому же девушка с жемчужной сережкой очень популярная картина. Нет, вообще очень хорошо, нет. А я продолжаю вам рассказывать о креативности голландцев. Роттердам сам по себе как музей современного искусства. Тут на каждом шагу тебя подстерегает удивительное нечто. Вот, например, пол младенца. Или памятник багажному отделению. Или вот, памятник трансформеру. А это гном с мороженым. А вы что подумали? А вот мать и дитя. Нет, ну прекрасно, согласитесь. А это... Нет, моя фантазия тут бессильна. В общем, здесь шагу ступить нельзя, чтобы не наткнуться на что-то башнесрывающее. Кто все эти люди, которые создают эту вдохновляющую атмосферу города? Когда-то в этом здании находилась организация по защите окружающей среды. Сейчас же здесь работает самобытный, эксцентричный промышленный дизайнер. Что он делает? Идем смотреть. У тебя тут большое пространство. Да, большое, и тут очень много всего. По образованию я архитектор. До 10 лет назад я покончил с архитектурой и переключился на создание арт-объектов. Это Сандер Бакинга. А это его самые известные в Роттердаме работы. Сандер наделал уже миллион таких штуковин из садового шланга и неплохо себя чувствует. Вещь не только стильная, но и в хозяйстве полезная. Спросом пользуется. Сандер утверждает, что если подсоединить этот стул к водопроводной трубе, возникнет магия. Для многих жидкий стул – это неприятное известие, а для меня это эксперимент. Ты готов? Да. Вау! А теперь, друзья, пристегните ремни. Держите крышу. Слабонервных, беременных и фанатов Церетели просим не смотреть. Мы отправляемся в путешествие по подсознанию голландского дизайнера. Сандер, а что это? Смотри, я создаю не объекты, а истории. Однажды из лаборатории Майами сбежал крокодил-мутант. И никто бы об этом не узнал, если бы он не откусил ногу рыбаку. Тогда полиция Майами построила вот такую лодку и отправилась на охоту за крокодилом-мутантом. Видишь, здесь генератор. Тут место для отдыха, а сзади это такой сверхмиксер, винты этой лодки. Это пушка для того, чтобы стрелять в крокодила транквилизатором. Так это крокодарлсон какой-то. Он очень умный. Я же говорю, это крокодил-мутант. Сам себе сделал пропеллер и улетел. Но он обещал вернуться. Это история от Сандера. 44 года, житель Голландии. Нам нужны странные истории. Сколько же стоит вся эта история? А вот еще один проект Сандера. Вот здесь он создает проект на национальный конкурс мини-домов.
Я хочу представить там не просто дом, а историю соседства. Поэтому я проектирую мини-хостел на 9 человек, а к нему я хочу пристроить загон для жирафов, чтобы всем было весело. Таш, насколько должна хорошо жить страна, чтобы мужчина в 44 года занимался конструированием домика для жирафа? А вот дело последних 3 лет жизни дизайнера. Госзаказ на инсталляцию возле драматического театра Роттердама. Это один из 10 элементов будущего арт-объекта. Буй с трехногим гимнастом наверху. Так что скоро одной странной скульптурной композицией в Роттердаме станет больше. А Сандер получит за нее, сколько вы думали? 200 000 евро. Вот она, голландская история успеха деревенского парня Сани, который бросил архитектуру и стал заниматься тем, что ему по кайфу. Я тоже решил вложиться в парня. Хороший он этот Сандер, многообещающий. Пойду куплю у него стул. Да, действительно, скульпторов, художников и всяких творческих личностей здесь хватает. Какие-то непонятные композиции, объекты, дома. Но роттердамцы на этом не останавливаются. Говорят, что в этом магазине продается мусор. Зачем я туда иду? Сама не понимаю. Господи, сколько же здесь бессмысленных вещей. Все, что у нас смело идет на помойку, здесь разложено на прилавках. И на каждом из них, ребята, ценник. Крышечки от бутылок, тюбики от краски, стеклянные банки, какие-то провода, манекены. Что здесь происходит? Очень много детей, куча всяких разных странных предметов. Все что-то усиленно собирают. Hello, sorry. Hello. А что здесь происходит? Сегодня у Долорес день рождения, и именинница пригласила всех сюда. У нас здесь магазин промышленных отходов. Большая часть из них с фабрик или из производства. Все эти отходы чистые и абсолютно безопасны. Мы собираем все это и затем продаем за небольшие деньги, чтобы люди занимались творчеством. И что, покупают? Да. Ребят, ну, во-первых, тут происходит какой-то сюрреализм. Обалдеть! Никаких тортов, свечей и клоунов. Привел всю банду в магазин мусора и оставил их один на один с кучей хлама и фантазией. А я могу что-то поделать с детьми? Да, конечно. Дать корзинку? Да. А вы креативная? Что за вопрос? Я очень креативная. Слушайте, я даже вообще ума не приложу, что тут можно сделать, но я уверена, что что-то можно. Одежда для игрушки. Какие-то платы, механизмы, кожаные шнурки разных цветов. Коробка от DVD-диска. Мелочки! Столько барахла! Просто кошмар! В общем, беру все и иду творить шедевр современного искусства. Тут такой процесс, ребята, это вообще... Вот так вот из разного отребья маленькая Кристина делает чудо-робота. А маленький Эразм делает костюм безумного Макса. А именинница шьет сумку-бабочку. Вот вырастут эти Эразмы, Кристина, и будут делать то же самое из мусора. Только будут продавать это за большие деньги. Теперь понятно, почему в Голландии так много разных скульптур и арт-объектов. Потому что в этой стране к абстрактному искусству приучают с пеленок. Вот откуда берется голландское расширенное сознание. А не оттуда, откуда вы подумали. Ну, я вот делаю, как видите, арт-объект. Сейчас померю, как оно получается. Ну а что? Слушайте, люди поумнее меня делают вот такие штуки
и продают за бешеные деньги. Чем я хуже? Вот такое вот счастливое детство в Голландии. Если вам, как и мне, всех этих странных скульпторов и художников было мало, и показалось, что велосипедные цепи, сумки из латекса и улетающий на вертолете крокодил — это вершина дизайнерской мысли Голландии, то нет. Сейчас я приведу вас в такое место. Да, на первый взгляд это выглядит как заброшенное автобусное депо. Но именно здесь и сейчас рождается голландское искусство. Интересно? Пошли смотреть. Итак, арт-объект. Стеклянная колба на деревянной подставке. Вот это я называю современное искусство. Знаете, почему современное? Потому что нифига не понятно. Марк, что это? Это ковчег. Я его называю «смена парадигм». Он воплощает в себе чувство астронавтов, когда те возвращаются из космоса и падают в воду. Марк Старкенбум считается одним из самых перспективных современных дизайнеров Голландии. Он не вылазит с европейских выставок, где представляет свои работы и находит клиентов. 19 тысяч евро за ощущение космонавта, плывущего на лодке в сторону дома в капсуле. Меняющий цвет. С золотыми барометром, золотой лампочкой и золотой турбиной. Слушай, ну это здорово, реально, ребят, это здорово, это красиво. Мне это, конечно, не нужно, потому что пусть лучше вот продвинутая Европа и смотрит на то, как думает Марк. А думает Марк много. Вот, например, философская концепция времени из стекла и золота. Please, will you marry me? Все, Марк, не переживай, я оставлю это. Окей. Здесь очень глубокая идея внутри. Знаете, если заглянуть через увеличительное стекло, можно увидеть, как улетает время. Там внутри маленькая бабочка. И если присмотреться, видно, что она сделана из купюры в 500 евро. Это говорит о том, насколько дорого наше время. Вот так вот Марк взял 500 евро, срезал с них кусочек, сделал из них маленькую муху, запустил ее по кругу часовым механизмом, поставил увеличительное стекло, чтобы мы видели, как деньги, а не же время, путешествует по замкнутому кругу и просит за это 3200. Вы уже хотите стать дизайнером и не знаете, с чего начать? Вам посоветует Марк Старкенбум. Это позолоченные мюзле от шампанского Дон Периньон. Я их спрессовываю в оригинальную форму. И вот у вас на груди память о дорогой вечеринке, на которой вы даже не были. 140 евро каждая. Они все разной формы, и все они уникальны. Это вещи ручной работы. Как-то в воскресное утро я ехал по улице на велосипеде. И я заметил, что повсюду валяется множество раздавленных мюзле. У людей была веселая ночь, все пили шампанское. Это меня так вдохновило, что я придумал, как запечатлеть счастливое мгновение в вечности. Я решил делать эти броши именно с шампанского Дон Периньон. Поэтому с тех пор я хожу по разным дорогим клубам и спрашиваю, куда они девают мюзле. Если говорят, что они идут в мусор, я забираю их в работу. Причем вот Марк пособирал мусор у богатых людей, а потом им же и продаст. Ну, молодец. Молодец. Но это даже для меня уже слишком. Неограниченный бюджет не повод покупать всякую фигню. Когда-то Голландия славилась своими художниками и скульпторами. Рембрандт, Брейгель, Босх, Ван Гог. Все они могут спать спокойно. Голландское искусство в надежных руках. Современные дизайнеры достойно переняли у них эстафету.
Роттердам находится в таком будущем, что его не всем догнать. И любая покупка там всегда будет об этом напоминать. Насколько должна хорошо жить страна, чтобы мужчина в 44 года занимался конструированием домика для жираф? Уж если ходить в магазин, то только с такой модной сумкой. Столько барахла! Просто кошмар! Рога, металл. Женщина с таким чувством юмора. Это прекрасная страна. Ой, друзья, тут так хорошо. И вот, казалось бы, стоит серьезный, богатый человек и мокнет под дождем, потому что кто-то не может потратить. Егор, я прошу прощения, а с кем ты разговариваешь? Сам с собой уже разговариваю. Долго ты идешь. Привет, Егорушка. Привет, дорогой. Привет. Ну что, как шопинг? Остановись. Стою. Я хочу тебя пригласить в гости. Спасибо. Не к себе, к родителям на дачу, потому что у них там теперь маленький Роттердам. Как? Есть стульчик, есть лампочка, есть отличный торшер. В общем, дофига вторсырья за сумасшедшие бабки. Вторсырья? Вторсырья. Вот я хотела было удивиться, что за вторсырье, за сумасшедшие деньги, но у меня для тебя есть подарок. У тебя подарок? Очень дорогой. Егор. За ваши деньги, Мария? Это не за мои деньги. Мне, честно тебе признаюсь, подарил очень известный дизайнер Ханс Гриберт. А ну-ка. Вот. Так. Значит, это арт-объект, как ты видишь. Каска. Надевай. Это каска? Да, внутри каска. Так. И каска, между прочим, очень известного рабочего, который работал вот над этим домом. Он, к сожалению, умер, но память о нем в этом арт-объекте. Я знаю, что тебе предлагаю? 3000 евро стоит, дорогой. 3000. 3000. Давай заработаем столько же. Будешь водить экскурсии вокруг меня. Кстати, я так подошел, и ты... Вот, стой так. Только выпрямись побольше. И наверх смотри наверх. Так. Вот. Стой здесь. Так. Вот. Свет Мы хороший? с вами увидимся в следующем городе. Всем пока. Подожди, какой вот следующий? Мы в другом городе так не заработаем бабок, я тебе серьезно говорю. Стой. На вторсырье только в этом, Маш. Куда ты пошла? Ох, Мария, ох.